Сегодня я поделюсь с вами мощной техникой на привлечение денег, которая называется «Косица намерения». Автор этой техники Вадим Зеланд. Эту технику можно использовать на цели в любой из сфере своей жизни. Здоровье, различные достижения в учебе, в спорте, любовь, отношения, привлечение денег, богатство, изобилие. Техника эта достаточно сложная, но результат уже можно увидеть в первый день. Вадим Зеланд рекомендует начать тренировку с косицей с элементарных вещей. Например, при покупке нужного товара в магазине, свободного места на парковке. Также, если вы не любите стоять в очередях, вы можете легко воспользоваться этой техникой и увидеть результат. Можно также потренироваться на любом повседневном действии, на работе или учебе, дома или на улице. И уже после того, как вы натренируете этот навык, можно переходить к более глобальным и смелым целям. Немного поясню суть этой техники, расскажу, как это работает, а потом дам четкую инструкцию, как ее выполнять. Так что советую сосредоточиться и досмотреть это видео до конца. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. А прямо сейчас поддержите мой канал, подпишитесь, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Давайте для начала разберемся, что такое целевой кадр. Это когда у вас есть какая-то цель, и вы мысленно представляете эту цель как картинку или как какой-то кадр. К примеру, если вы хотите автомобиль, и вы представляете в голове эту картинку, как будто вы едете в этом автомобиле. А возможно, вы мечтаете о каком-то доме. Это ваша цель. И тогда вы мысленно представляете эту картинку, кадр, что вы живете уже в этом доме. Более простым языком, целевой кадр – это образная картинка в вашей голове. Желание – это ваши хотелки. Это когда вы чего-то хотите, но при этом не совершаете никаких действий, чтобы это появилось в вашей жизни. К примеру, вы хотите мороженое, но вы тупо сидите на диване и просто хотите мороженое. Соответственно, оно не появится в вашей жизни. Намерение – это тоже ваши хотелки, но уже вы совершаете какие-то определенные действия, чтобы эта цель появилась в вашей жизни. К примеру, тот же пример, вы хотите мороженое, но вы встаете и идете в магазин за мороженым. То есть вы совершили какие-то действия. Я более подробно так вам поясняю, чтобы вы не путались и понимали четко суть каждого слова. Чтобы работать с этой техникой, очень важно быть в моменте здесь и сейчас. И для этого вам поможет фраза «вижу себя, вижу реальность». Ее достаточно произнести 3 раза. Получается в голове мысленный диалог. Потому что это очень важно, чтобы во время проведения этой техники у вас в голове не было никаких посторонних мыслей. У каждого человека есть внутренний и внешний центр намерения. Косица намерения – это архаичный рудимент, своеобразное энергетическое скопление за спиной человека. Она расположена немного отдаленно от спины и примерно на уровне плоскости между лопаток. Она активируется в тот момент, когда обращаешь на нее пристальное внимание. Положение ее висящее, словно у косы, либо приподнятое под углом 45 градусов. И на кончике этой косицы находится внешний центр намерения. Именно он отвечает за реализацию ваших целей и создание новой вашей жизни. Это тот инструмент, который реализует ваше намерение. Простыми словами сказать, ваше желание. Максимально быстрым и наименее затратным путем. Кроме внешнего центра у нас также имеется внутренний. Он расположен в лобной части черепа. Это наша сила воли, упорство, стремление, которые позволяют нам совершать примитивные действия. Использовать внутренний центр намерения крайне неэффективно. Вы начинаете бороться с миром и с собой, ломиться в закрытые двери, преодолевать препятствия и тратить огромное количество сил и энергии впустую, действуя через напряжение. Внешний же центр намерения позволяет событиям и обстоятельствам самим складываться так, чтобы приводить нас к желаемому результату. Из внешнего центра
который находится за спиной, вы можете подсветить абсолютно любой целевой кадр, который только захотите. Вот, к примеру, вы жмете руку деловому партнеру, заключая выгодную сделку. Вот вы сидите за рулем дорогого автомобиля. Вот вы получаете медаль за первое место в марафоне. Вот вы встречаете гостей на выставке ваших картин. Вот вы играете на пляже с семьей, а вот вы стоите в ЗАГСе с любимым человеком. Вы переводите внимание на кончик косицы, которая за спиной в области лопаток, и представляете картину какого-либо события, которое захотели бы притянуть в свою жизнь. Косица работает по принципу проектора. Проектор запускается на полную мощность в тот момент, когда ваши мысли, слова и образы исходят из внешнего центра намерения, который находится у вас за спиной между лопаток. Вы можете сколько угодно крутить свои хотелки и мечталки на внутреннем экране в области лба, но это малоэффективно, почти холостой ход. Поэтому, если вы хотите не просто барахтаться в мыслях, а воздействовать на реальность, включайте косицу. Принцип действия внешнего намерения очень прост. Вы переводите внимание на кончик косицы и представляете во всех деталях и красках картину события, которую хотите создать в своей жизни. И таким образом вы подсвечиваете этот кадр, который хотите привлечь в свою жизнь. Для того, чтобы активировать косицу намерения, первое – осознать момент полного тотального присутствия. В моменте здесь и сейчас. Сделать 3 глубоких вдоха и произнести фразу «Вижу себя, вижу реальность» 3 раза. Тогда вы будете одновременно участником и зрителем происходящих событий. Вы одновременно видите и самого себя, то есть управляете своим вниманием, и эмоциональным состоянием, и окружающую реальность, то есть текущую ситуацию, в которой вы находитесь. И, следовательно, ваша голова будет без мыслей. Второй шаг – это активируйте косицу. То есть почувствуйте, ощутите ее. Просто вам нужно сконцентрироваться на области между лопаток. Представить там легкое покалывание или тепло. Со временем вы натренируете косицу и сможете ее почувствовать в любой момент. Лучше всего активировать косицу на выдохе. Есть простое упражнение. Чтобы почувствовать ее, наклонитесь и резко встаньте. Между лопатками почувствуете отдаленное тепло. Через нее транслируйте эпизод вашего кадра в ближайшем будущем. Не забывайте только подключать эмоции, радость, счастье и любовь. Третий шаг – создаем целевой кадр. То есть представляем яркую картину из вашей будущей желаемой реальности и себя внутри нее как главное действующее лицо. Наиболее эффективно делать это в своем воображении, перед своим мысленным взором. Однако, если такая визуализация вызывает у вас затруднения, вы можете проговорить ее словами. Глаза при этом у вас могут быть закрытыми или открытыми. Целевой кадр необходимо представлять перед собой на внешнем экране, то есть за спиной. Представляете, хотите автомобиль, представляете картинку, как вы уже едете за рулем. Четвертый шаг – вам нужно подсветить целевой кадр. Продолжая удерживать внимание одновременно на косице и на вашем целевом кадре, на вашей картинке. Представьте, как свет от внешнего центра намерения на кончике косицы проходит вперед через вас и подсвечивает целевой кадр. Таким образом вы задаете свою реальность. И пятый шаг – вам нужно отпустить все ощущения. Вы можете пробыть в вашем целевом кадре несколько секунд или целую минуту, как посчитаете нужным. После чего откройте глаза, если вы их закрывали, и с выдохом сбросьте все ощущения. Целевой кадр исчезнет. Косица снова придет в расслабленное положение.
Вы завершили сеанс работы с ней. В вашей власти пустить кадр по удачной киноленте. Что надо делать, вы знаете. Осознали себя, активировали косицу и, не отпуская с нее ощущения, представили, как желаемое сбывается. Затем можете сбросить ощущения с косицы и далее действовать как обычно, а можете повторить подсветку кадра несколько раз для надежности. Ее задача – повелевать реальностью. Необходимо решиться, что будет именно так, а не иначе. И она способствует реализации этого. Мы задаем косице реальность через целевой слайд и помещаем в нем кадры будущего, которое в ближайшее время станет реальным. Косица – это своеобразный рычажок или двигатель, который, как машина времени, переносит нас в будущее, которое мы намерены материализовать. Когда вы начнете практиковать эту технику, у вас некоторое время будет такое сонное состояние, то есть постоянно будет хотеться спать. Это все нормально, можете не пугаться. Это говорит о том, что ваша косица начала работать. Со временем это состояние пройдет. Еще говорят, что косица – это ментальная мышца, которая есть у каждого человека, но она атрофирована, потому что многие люди не знают о ее существовании, и, соответственно, если ей не пользоваться, то она просто неподвижна, равносильно как и наши мышцы. Когда мы ходим в спортивный зал, начинаем тренироваться, то наши бицепсы, трицепсы начинают расти заметно. Когда мы прекращаем работу с тренировками физическими, то, естественно, они куда-то исчезают. Так и дело обстоит с косицей. Вам просто нужно ее запустить в работу, чтобы она начала двигаться. Когда вы начнете практиковать эту технику, то ваша косица активируется и будет давать хорошие результаты. У каждого человека есть очень много целей, но нельзя сразу охватить много всего. Для начала, если вы хотите использовать эту технику, определите для себя 3 цели, которые очень важны для вас в данный момент. Вы можете крутить эту технику каждый час. Например, вы поработали с косицей на одну цель, через час на вторую цель, и через час еще на третью цель, и потом опять по кругу. Но проблема в том, что мы забываем это делать, поэтому вы, как начинающий человек, можете просто ставить напоминание на телефоне, заводить будильник, чтобы он звенел каждый час, и таким образом подсвечивать свой целевой кадр. Сразу я скажу, никакого вреда нету. Косица намерения работает у всех. Лично сама пробовала и видела результат. Здесь есть 2 варианта. Либо у вас получится и у вас будет результат, либо не получится. Но однозначно вреда никакого вы себе не причините. Возможно, некоторым людям сложно воспринять эту технику. Возможно, вы скажете, что это какой-то бред и вообще сказки Венского леса. Но вы можете убедиться в обратном, попробовать вот на таких простых примерах. И если вы, предположим, спортсмен и хотите себе первое место, желательно за 2 недели до соревнований представлять, что вы занимаете первое место. Прокручивать косицу, хотя бы достаточно будет 3 раза в день. Не надо крутить косицу каждые 5 минут. Это лишнее. И вы просто представляете, что вы занимаете первое место. Можете не сомневаться, вы будете первым. И если, предположим, вы студент, некоторым людям не важно, какие там получать оценки, но просто убедиться для того, как работает эта техника. Также желательно до сдачи экзаменов за 2 недели начинайте крутить целевой кадр, например, по такому предмету у вас 9 баллов. Как я уже сказала ранее, эта техника достаточно сложная, поэтому рекомендую пересмотреть это видео несколько раз, сделать для себя какие-то пометки. Я вас уверяю, что эта техника работает на 100%,
И результаты вас будут очень удивлять. И первое, что вам нужно сделать, тренируйтесь просто каждый день, чтобы ваша косица лучше активировалась. И на сегодня все. Подписывайтесь на канал и обязательно поделитесь этой техникой с теми людьми, кого вы любите, кого вы цените, кому желаете изобилия, здоровья и богатства.